Здрасте. Ну что, это новогодний стримчик. Новогодний этого стримчика не бывает ничего, потому что даже сейчас можно за окном услышать взрывы салютов. Я сейчас быстренько зайду, проверю, чтобы на ютубчике было все хорошо. Я не делал анонс по этому стриму. Это будет маленький секретный стримчик. Потому. Я не могу зайти посмотреть стрим. Это беда. Мне нужно понимать, лагает он или нет, но так как я здесь один, я ничего не могу. Ой, добрый Новый год. Кирару, здравствуйте. А вы можете сказать, лагает или нет? Все нормально? Отлично. Все нормально у всех, все хорошо? Новогодний кусь всем. Здрасте. С Новым годом. Все хорошо. Бананс, привет. Ютубчик, у вас все хорошо? Сейчас стрим идет. ТикТок, Ютуб, Твич, Трова. И качество у вас нормальное, и все хорошо, правильно понимаю? И звук хороший, и вообще все хорошо, и в жизни все хорошо, да? Стрим удался, получается? С Новым годом, ТНР и зрители! Да, всех с Новым годом! У кого Новый год наступил, всех с наступающим, у кого он еще не наступил, потому что у нас есть некоторые люди, которые в другом часовом поясе. Вот, сделала печеньки. Ты умничка. Дямс. Вот. Давайте, ТНР с Новым годом! С Новым годом, Глория! Привет, отец Ня. Здрасте. Санечка, здрасте. У меня Новый год. За 3 часа у меня Новый год? Через 3 часа? Ты про это не понимаю? Уже радует стрим, не лагает. Сейчас. Анна Мика, у тебя же еще не 25-й год. Куда ты? Не спеши. Не спеши. С Новым годом всех, да. Смотрите. А где моя мышь? У меня мышь пропала. Верните мышь. Спасибо. Спасибо за подарочек. Смотрите, в чем суть. Я апнул... Спасибо. Не надо, пожалуйста. Спасибо. Я апнул 45-й ранг. Он хочет, чтобы я так понимаю, заново открывал. Повышал уровень мира. И тогда у нас будут более крутые награды. Тогда мы наконец-то пойдем фармить то, что говорили. У меня НГ через час и 59 минут. Да. Вот. Также у нас есть достижение. Скрытый дворец Гуйцзан. Проследуйте за бессмертными и откройте врата подземелья. Я это сделал, да? Ладно. Что-то я не понял. Спасибо за подарочек. Так, сейчас год змеи, а не мыши. В смысле? Ты о чём? Все, я понял. Взгляд сквозь камень. Активируйте все точки телепортации в Лиюэ. Есть! Не включая разлом и долину Чэньюй. Отлично. Мы все-таки открыли все телепорты. Потом. Владелец сокровищ. Получите 10 тысяч единиц сокровищ обители. Не знаю, что такое сокровищ обители, но я это получил. Пойду 7 печеньки. Давай. Доброй ночи, поздравляю всех, у кого наступил с Новым годом, а у кого еще нет, с наступающим Новым годом, говорит Даньяр. Полностью поддерживаю. Да, год змеи, да. Привет. С Новым годом, с новым счастьем, да. Сокровищная обитель. Все понял. Так, вот, что-то у меня еще было. Вот это, что это такое? У меня открылась 9 глава. Повысьте одного персонажа до 80 уровня. Виктори, спасибо. Я пошла засыпать под прекрасный стримчик. Кирару, спокойной тебе ночи. Улучшите одно оружие до 80 уровня. Было дело. Пройдите 6-й этаж, 6-й зал 3-й Витой бездны. Пройдите 6-й этаж, 3-й зал Витой бездны. Потратьте 500 печатей анема. Наверное, было. Потратьте 500 геопечатей. Серьезно? Окей. Мы молодцы.
Если я буду нести какой-то бред, то это не я, это виноградный сок во мне. Так, какой виноградный сок, оло. Ой, а можно я кое-что поменяю? Секунду, сейчас. Наверное, вот как-то так сейчас сделаю. Вырезано тайно. Вот, я вот так вот сделаю. Так, что там происходит? Тенра, сделай мне подарок, включи озвучки мою любимую. Ты говоришь про суммаризацию. Я, наверное, пока не могу ее включить. Я могу вам просто чатик включить. Привет, давно у меня... я у вас не была. С Новым годом. Микки, с Новым годом тебя. Если он у тебя уже наступил. Что такое? Китик, Смотрю, ты что Тете ругаешься? говорит, немного поел и живот болит. Это плохо. Киреру говорит ли? Китик, спасибо, Face with Hearts, с праздником всех харт. Так, что это такое? Получить. Слить сразу. Завершите другие задания, чтобы Ислам начать. говорит, с Новым годом. С Новым годом. Микки говорит, мне еще целый день к Новому году, грининг Face with Sweat. Ты в совсем другом часовом поясе. Тогда это с наступающим. Виктории, спасибо, Лиз, спасибо за подарочки. Не шалите. Так, что мы будем делать в этот новогодний Пендауэбуман стримчик? говорит, всех с Новым годом, ура. С Новым Дэгэй годом. говорит, ну что у меня уже 2025-го. А у меня тоже. Поздравляю с наступившим Новым годом. Что продаете? Выбирай с умом, давай. Так, есть. Все есть. Смотрю, окей. Тете говорит, что на Новый год стримишь, а не празднуешь. Так у меня уже час Микки ночи. говорит, что там у Я же уже будущем у отпраздновал. вас. У нас там 25-й год, не поверишь. Ислам 25-й говорит, год, давай будем пить шампанской. Не надо. Эндрюс говорит, Пейте ох, вишневый ядрен сок. батон. Тенра, вот же внезапный стимчик. Да, я вообще думал, что никто не придет, специально секретный сделал. Что надо? Сделай кое-что для меня. Материалы подготовила? Давай посмотрим. У меня новые предметы появились. Лук, Эшли полумесяц. говорит, как там в новом году Тенра. Ну, он Дейнзлиф 25-й, энд чувствуется, Кенрир что Уайти 25-й, говорит, да. здорово, как дела, лайк поставил для тебя. Здорово, Или говорит, спасибо. когда новый баннер. Новый баннер Или 8 говорит, я часов утра шампусик будет. не люблю. Виноградный Как сок дело? лучше, смайл, улыбка с подмигиванием. Эй, вот, И пропал. говорит эх. Он будет через 7 Дэгэй часов говорит, у меня появится, новый среды баннер. запускали фейерверки, попали себе в крышу в машины и в нас с другими соседями. Капец. Аня Мика говорит, как это никто не придет на твой стрим. Ха-ха, мы прячемся в твоей тени, Оланя. Давайте Назар Уайти крутанем говорит, ну разочек. тогда привет из прошлого. Здравствуйте. Смотрю, Тете Здравствуйте говорит, из Бэйли, будущего. я так хочу Геншин поиграть. А поиграй почему нет? Эшли Сянечка, говорит, лисы в спасибо. новом году Клятва есть. стрелка. Лисы были, Эшли были, говорит, да. ха-ха, ну прям чувствуется. Чувствуется, Точно. чувствую. Запах есть. Ли говорит, собака, 25-го смотрю, года. Тете, не ругайся. И Так, кто там говорит, почему ругается? я не могу написать с Новым годом? Я не знаю. Арбуз говорит, дедушка Максим. Это Померанский я. блинчик говорит, а в меня петарду запустили. Осуждаю. Смотрю, Забаньте их Тете мало. говорит, телефон не позволяет. Плохо. Если вы меня слышите из-за окна выстрела, я не Уайти виноват. говорит, завтра уже новые обновления в Геншин. Да, все правильно. Так, давайте сделаем что? Мы по дефолту пойдем... Давайте Богдан пойдем Закамалдин сюжет. говорит, с Новым годом, Пойдемте с новым сюжет. счастьем нам продали вместо шампанского брагу пипец. С Новым Эшли годом. говорит, это хорошо, значит не вымрем до 25. Померанский Так, блинчик Инозума, говорит, а Инозума, еще чуть Лила. фейерверком не попали, я вообще в шоке. Да офигели, что Арбуз происходит? говорит, помнишь, ты на стриме в Майн играл и как это дом строил. Помню. Микки говорит, эх, хочу тут побыть подольше, но мне нужно идти готовиться на Новый год. Конечно, идите, готовьтесь. И говорит, давай в Инадзуму. Давай вы на Ли Zoom, говорит, давай. у меня собаки на стены от салютов лезут. Капец, у меня котик Назар спокойный, но у меня Уайти говорит, шумоизоляция то завтра хорошая. будут крутки. Завтра будут крутки. Давайте по основному сюжету и на Zoom пойдем. Чтобы завтра все с пьяну проснулись и такие, ничего себе, что Аня произошло, Мика мы все говорит ли, пропустили. я бы тоже на стену полезла, М. смайл печаль. Вот сюда пойдем. Ну окей. Померанский блинчик говорит, а еще меня пьяные соседи танцевать тянули.
Ужас какой. Арбуз говорит, бро, так это я Савой Амонкаса. Савой Among Us? Я не помню. Какой тебе Существующий арбузик? говорит, вы не празднуете НГ. Праздную. И Ну, я уже говорит Мика, отпраздновал. ужас, Я а не я пью привыкла к алкоголь. такому. Поэтому все, И я с говорит родными собака поговорил, всех, кого померанский нужно, блинчик, поздравил, диамант вис, и, эй, по дочь идее, сейчас бедная спать наша. надо. Но я решил чуть Ислам покатать. говорит, может зайти в Геншин, не заходил 3 месяца. Зайди посмотри, если хочешь, обязательно. Так, чатик. Эх, я пойду плен с Новым годом. Все, давай, Мики. Всего тебе доброго, с наступающим, с Новым годом тебя. Все, так, чатик. Я буду проходить квест, поэтому я вас выключил. Смотрите, какая красота. Ну, это же прям красота. И Надзума красивая. Здесь вообще вопросов нет. Поэтому пить воду, никакого алкоголя. Правильно одобряю. Иди налей себе сок. Сок можно. Так. Хе-хе-хе. Лисичка. А, этих лисичек же нельзя убивать. Да, их нельзя. Сидит. Ух ты. Так, все. Мы идем по квесту. Остановите похитителей сокровищ, которые ограбили дом Куросавы. А где? Пацаны, это вы? Год дружить. Неплохой у нас сегодня улов. Эти самурайские дома ломятся от барахла. Ха-ха. Вот это нам повезло. Кроме того одного дома. Мелко плаваешь. Это только наш первый шаг на пути к богатству. Я напомню, мы нашли одного из стражников в одной деревне, у которого забрали глаз бога, и его обвиняли в том, что он ворует припасы и не дает то, что должен давать людям, которые там живут. А он говорит: ребят, я ничего не помню, я не при делах. Мы пошли по следу похитителей сокровищ, которые украли у него из дома припасы, и вот мы их поймали. Я последний раз был в Геншине в 23-м году. Зайди посмотри, если интересно. Happy New Year, да. Сегодня было только начало. Я поведу вас по эпичному пути разбоя и грабежей, о котором будет рассказывать в легенда. Босс, ты самый лучший! Похоже, их мы искали. Давай проучим их. Давай. А ты будешь драться? Ну да. Ну да. Бум, пацаны. Вот вам салют. С Новым годом, пацаны. Чё, как вам, наворовались собаки сутулые? Все. Ах, эти... Вот и наши денежки. А мы ведь столько трудились, чтобы их украсть. Ты дурак? Начальник! Он сказал вообще-то: братан, придумай что-нибудь. А ты, девка, неплоха. Не хочешь стать похитителем сокровищ? Нам такие люди пригодятся. Говорят, вы ограбили дом Куросавы. Куросава? Я помню. Так это он вас послал? Эх, не везет нам. Не надо было его дом обчищать. Что там было внутри? Много продовольствия? Продовольствие? Шутишь, что ли? Там был полный бардак. Мы только странную коробку нашли. Думали, там что-то ценное лежит. Клай, спасибо за подарочек. Хотел открыть, как вернемся, чтобы нас никто не заметил. Но раз уж вы у нас поймали, то давайте договоримся. Мы вам коробку, а вы нас отпускаете. Пойдет? Договорились. Давай скорее открывай. Что там? Что за? Долговые расписки? Да, и так много. Похоже, что все они на имя Аой из магазина. Он ей кучу денег должен. Давай поговорим с Аой и узнаем, в чем дело. А вы идите и смотрите, больше нам на глаза не попадайтесь. Да, конечно, спасибо. Откупились какими-то долговыми расписками. Получается, мы заработали? Завали, пошли скорее. Дураки. Что за задание? Это сюжетное задание в этом Инадзуме.
Кстати, а почему Chillcraft закрыли? Потому что, ну, люди не заходили. И я решил... Тихо, краб, тихо-тихо. Сбежать хотел. С Новым годом забежал поздравить, а теперь спать, а то завтра еще гости. Флай, давай, с Новым годом тебе. Всего самого хорошего. Это новые камни? Или это железо? Так, ну-ка. Обломок белого железа. Да-да-да, это другое. Ли виноградный сок попивает. Шалунишка. А Риви знает? Риви знает, что ты без нее виноградный сок пьешь? Оло. Не понял. А, понял. Так, тихо. Бум. Кстати, еще заметил на прошлом стриме, я там конкретно накосячил, и была проблема со звуком, но сейчас я все починил. С дедом такой бегает, осуждаю. В смысле ты меня осуждаешь? А куда призрак улетел? Кто видел, в какую сторону полетел призрак? Серьезно? Я его так не вижу. Я потерял призрака. Он же потом вернется. А, вон он, вижу. Или это другой? Так. Поехали. Ой, не то. Что? Это мы видели такую штуку уже. Вылазь. Как вылезти? Пробел. Очень удобно, что он тебя выкидывает вверх. Призрак полетел в закат. Блин. Это получается мы Дехью это... Меняем? А, нет. Разве эта штука не позволяет мне проходить? Текущий... я еще маленький. Окей. Или нет? Будем считать, что я маленький. Погнали. Призрака на корабле догонишь. Да я догнал. Ой, блин, вот здесь превьюшку бы сделать. Смотрите, какая красота. Какая... Ой, давайте сразу сделаем превьюшку. Смотрите, какая красота. Я не могу. Так, я вот так вот сделаю, вот так вот сделаю. Так, Чори, у тебя лицо светится. Мать, не светись. Ты светишься отчасти. Алло. Меня аж в детстве немножко флешбэкнуло. Давайте я вас чуть-чуть вот так вот включу, чтобы вы пока поговорили. Понаблюдаем за красивым видом. И говорит, яркость надо сменить. Виола Шарю за Генш и Дэнди РБ говорит да. Шарю за Генш и говорит, Дэнди. какой ранг уже? 45-й. Вот вчера. Ислам говорит, собака, у меня уже 1 час 17 минут. У меня тоже. Аня Мика говорит, как же я обожаю цветокоры над Зумыня. Угу. Ну, у меня еще сатура выкручена, поэтому здесь прям все очень насыщенное. Единственное, яркость немножко печаль. Просто если я уберу яркость, все остальное станет дурацкое. О, говорит собака, Ислам, Тут у с меня лицами только 21 час проблема. 18 минут. Да, вы живете в Диксон прошлом, мы говорит, уже а в уже 25-м 45. живем. Да, буквально. Причем я вне стрима апнул нечаянно, делал повседневки, ежедневки и апнул. Аня Короче, Мика говорит, я оставлю кайфушки так. для глаз. Не Кайфушки пасине. для глаз. Вот, И вот тень говорит появилась. собака, у меня тоже сейчас 21 час 18 минут. Ладно, пойдемте поговорим. Давайте я вас выключу. Я вас вот так верну, и я попью. Аой. Аой.
Добро пожаловать в магазин Цукомомоно. У нас есть все, что вы хотите купить. Или хотите о чем-то спросить? Эти расписки. А, так вы друзья Куросавы, да? Хотите вернуть его долги? Нет, давайте не будем торопиться. Мы просто хотим узнать, что произошло. Откуда у Куросавы такие долги? Он здесь что-то очень дорогое купил? Дай подумать. Куросава регулярно покупал здесь большое количество продовольствия и всегда платил собственные зарплаты. Но в последнее время цены на продовольствие взлетели, и его зарплаты перестало хватать. Поэтому он начал брать в долг, чтобы покрыть часть до нормального количества. Так вот откуда эти рационы брались. Но почему Куросаве надо было покупать нормальное количество? Почему бы не купить поменьше, раз цены поднялись? Подумайте, ведь люди, которые получают эти рационы каждый раз, думают, насколько им его хватит. Они внимательно рассчитывали, постоянно перепроверяли и вдруг получат меньше, чем планировали. Куросава думал, что это сильно бы по ним ударило. Поэтому он предпочел влезть в долги, лишь бы не расстраивать их. На самом деле, получается, нормальный чувак, а на него все гонят. Так Куросава сам покупал все эти рационы. И никто его не поблагодарил, они только винили его. Подарил Луну. Не могу, я их только разыгрываю. Привет! 1 числа же дадут... Что? Я не знаю. Я такое не знаю. Отношение людей всегда зависит от их обстоятельств. Мало кто задумывается о сложной ситуации. В сложной ситуации. Мне кажется, что если бы Куросава сказал бы им правду о рационах с самого начала, то сейчас у него было бы меньше проблем. Но разве... Кто? Ганю или Светлане? Я буду крутить сет лолей. Сет лолей буду крутить. Целый сет. Всем привет. То, что он надел, поистине неблагодарный труд. А почему он решил покупать рационы на собственные деньги и никому не говорить, этого я и сама не знаю. Если тебе интересно, то почему бы не спросить его самого? Он не помнит. Кстати, у него только что глаз Бога отобрали. Очень жалко, если он не может отдать долги, то придется Куросаве продать свой меч, который ему так дорог. Меч? Что за меч? Он вам не говорил? У Куросавы есть очень ценный меч. Много лет уже его носит. Я спрашивал, откуда он взял. Куросава сказал, что ему отец подарил, и ни за какие деньги не продаст. Мне теперь даже немного жалко, что я не предложила ему продать меч. Мне кажется, что у всего есть своя цена. Спросите у Куросавы про меч. Может быть, так вы получите ответы, которые ищете. Но сначала, будьте любезны, заплатите за счет. Но мы же ничего не покупали. Информация тоже товар, так ведь? Но не волнуйтесь, информация о Куросаве недорого стоит. Он никогда не просил держать что-то в тайне, так что 2000 моры будет достаточно. Ладно, вы очень по-лиуэшному на самом деле сейчас ведете себя. Зато мы узнали, откуда брались эти рационы, и что у Куросавы есть бесценный меч. Пойдем с ним еще раз поговорим, вдруг он что-нибудь вспомнит. У меня за окном салюты бахают, простите. Так... Тоже гарантирую, 5 персонажей смог выбить даже с 50 на 50. Молодец, поздравляю. Не отвалился Twitch, потому что тут людей нет. Не совсем понял. Кто будет крутить? Я буду сет лолей крутить. Я хочу сет лолей. Пойдемте отсюда. Поздравляю еще раз, желаю счастья, здоровья и самого главного, чтобы... Да, всем всего хорошего, и чтобы у всех был мир, спокойствие, и чтобы вы реализовали то, что хотите.
Пожалуйста, ребят, политические темы не затрагивайте. Это будет очень плохо для меня. Сколько же денег ушло на салюты? Да. Куросава, ты красава, на самом деле. А чего ты тут один? Куда вы те двое делись? Я дал им выбор. Либо они уйдут, либо я достаю меч. Они ушли. Оказалось намного проще, чем пытаться их уговорить. Пожалуй, стоит пользоваться этим почаще. Вы нашли похитителей сокровищ? Я вас не обманул, да? На самом деле... Вы рассказываете Куросаве о похитителе сокровищ и торговой лавке. Примерно так и все было. Оказывается, ты действительно распределял рационы, но куплены они были на твои собственные деньги. Странно. Я действительно был таким человеком? Я всего этого не помню. Даже после вашего рассказа я не могу вспомнить. Зачем я покупал для всех продовольствие? Почему вогнал себя в такую передрягу? Не понимаю. Но действительно, когда я обнажил свой меч, чтобы прогнать этих двух, я почувствовал, будто само мое тело сопротивлялось. Этот меч, он раньше принадлежал моему отцу. Я помню, когда я был маленьким, однажды я стащил его, чтобы похвастаться перед соседскими детьми. Отец поймал меня и крепко наказал. Он сказал мне... не помню, что он сказал. Похоже, я забыл много важного, когда у меня забрали глаз Бога. Сколько не пытаюсь вспомнить, в моей памяти зияет огромная пропасть. Помню только, как отец сказал мне, что в этом мече принципы всей его жизни. Перед своей смертью он сам вложил мне его в руки и сказал: «С этим мечом ты должен...» Если приглядеться, то на рукоятке что-то написано. Тенра, можешь прочитать? Доброта и долг. Доброта и долг? Приветик! Маришка Мау, привет. Как вы, Тенра? Все нормально, как ваши дела? Как празднуете Новый год? Перезашла. Всех с Новым годом, с Новым годом, с Новым годом! Та-та-та. Все нормально. Так, почему-то эти слова как будто все объясняют. Без сожаления влезть в долги, чтобы подавать другим, это было моим самым большим желанием. Но какой толк от доброты и долга? Я покупал продовольствие для нуждающихся, и к чему это привело? Комиссия Тенрё, Тенрё, отняла мой глаз Бога, и те самые люди, которым я помогал, отказываются меня понимать. Но самое ироничное, что мне почему-то было жаль их, когда я им угрожал мечом. Я не мог стать хорошим человеком, но и не могу стать плохим. Что же мне теперь делать? Еще один несчастный человек. Надо поговорить с Томой о долге Куросавы. Когда у нас будет возможность, комиссия Яшера сможет, наверное, ему помочь. Ни в коем случае нельзя, чтобы он продал свой меч. Потерять глаз Бога. Да, оказывается, потерять свои мечты так страшно. Хорошо, что у тебя нет глаза Бога, да? Пойдем искать следующего несчастного. Пойдем. Так, приветик, как вы там, все нормально. С Новым годом, всех с Новым годом, чатик, с Новым годом. Тенра как вообще отпраздновал? Я вот скоро буду, еще 1,5 часа. Нормально, с котиком посмотрели салюты, поздравил близких, родных, немного поговорил с ними и все. Потом думал, что пойду спать, но решил немножко постримить. С наступающим Новым годом. И тебе... У нас уже с наступившим, тебя с наступающим Новым годом. Тенра я удалил Геншин из-за памяти. Хорошо. Он действительно очень много занимается. Яночка, спасибо. Так, куда идем? Комиссия Тенрё, короче, всех это обижает. Тихо. Здрасте. Третий человек, оставшийся без глаза Бога, должен быть каким-то известным в этих краях.
мечником. Простите, я попил. Тенра, я чувствую, что досижу с вами до Нового года. Мне нравится ваш голос. Спасибо большое, Нори. Говорят, что он нынешний мастер школы Мэйки Сисуй. Мэйки Шисуй. Шисуй, скорее всего. Мэйки Шисуй. Звучит впечатляюще. Это их зал, и там как раз кто-то есть. Давай поговорим с ними. Не волнуйся, Нанака. С учителем все будет в порядке. Бандиты, которые приходили в зал, были сильными, но я все равно их раскидал, так ведь? Да, но я все равно за него волнуюсь. Раньше его никакая опасность не могла сломить, но в этот раз... Это потому, что в него демон вселился. После обряда экзорцизма он сразу же придет в норму. Привет! Что случилось? Вы кто? Просто бездельники вы или пришли подебоширить? Пока учителю не здоровится, проваливайте. Не заставляйте меня доставать меч, а не то пожалеете. Не, ты не так понял, мы просто пришли... мы хотим стать учениками. Учениками? Да, мы столько слышали про могучего мастера школы Мэй Шисуй. Мы столько ради этого и проделали такой длинный путь, чтобы найти его и попросить тренировать нас. Но вот мы тут услышали, что... Как вы говорите про демонов или что-то такое. Судя по одежде, вы действительно не похожи на место. Примите мои извинения. В последнее время много кто пытается доставить нам проблемы, так что мы держим ухо востро. Боюсь, что вы пришли немного не кстати. На учителя наложили порчу, и он еще не восстановился, пока он не принимает новых учеников. Так, мы можем подождать, пока он выздоровеет. Я не уйду, пока не стану его ученицей. Вижу, что ты искренне хочешь стать ученицей. Ладно, давай так. Мы с Нанака тебе больше расскажем о том, что произошло с учителем, а тогда ты уже решишь, уйти или остаться. Так, привет, Тенра, карамелька, здравствуй. Что я пропустила? Чуть-чуть сюжета. Вот куча салатов нарубал, Цезарь, еще и салат, за который меня ты хотел забанить. Да. Все хорошо. Блин, второй раз отправилась. Ничего страшного. Но зато я увидел. Потому что я вижу первый раз высоко, скорее всего, и я бы это не прочитал. Так. Какой Геншин еще... Что? Накитил? Что такое? Не накитил? Не наскучил, в смысле? Да нет. У меня отбивная курочка с ананасами и сырочком. Фу, блин, ананасы, ну вы что? Ну не ложите вы фрукты в еду. Ну, чат, алло. Привет. Магнитола, привет. Нашего учителя зовут Доман, но ты уже, конечно, знаешь. Он самоучка, он достиг небывалых высот во владении мечом. Потом он одолел много выдающихся мастеров, не проиграв ни одного боя. Он говорил, что хочет стать величайшим мечником в мире. Он тренировал нас, но одновременно оттачивал свои навыки. Его страсть передалась нам. Мы изо всех сил пытались не отставать от него. Но потом... Недавно учителя конфисковали глаз Бога, и он стал другим человеком. Он постоянно бормочет какую-то чепуху и не разрешает нам тренироваться. Мы с Дзюнья обсудили и решили, что в него вселился демон, поэтому мы пригласили жриц Великого Храма Наруками провести обряд экзорцизма. Но если честно, я не до конца уверена, что он поправится. Великий храм Наруками? Что это? Мы ж там были. Вы не знаете о Великом храме Наруками? Это самое большое святилище на острове Наруками. Говорят, верховная жрица храма очень близка к самому Сёгуну. Мы там были. Ну, не то чтобы мы могли пригласить верховную жрицу, конечно, но даже обычные жрицы Великого храма Наруками очень сильны в делах экзорцизма. Да, в смысле, ананасы это вкусно. Ананасы это вкусно, но не в еде, оло. Ананасами забулили. Ну,
С наступающим. Всех, у кого еще не наступил Новый год, с наступающим. Всех, у кого наступил, с Новым годом. У нас утка запеченная... Спасибо, Матвей, за подарочек. Запеченная Цезарь, еще какой-то вкусный салат из курицы, морковки и колбасного сыра. Прикольно. Привет. Кармелька ходит по платформам. У меня салатик из фасоли, кстати, есть. Вкусный получился. Приятного аппетита. Тенра, ты будешь играть в КС? Да, обязательно. С Новым годом, мои дорогие и любимые. Да, всех с Новым годом. Пока ты накрывала на стол, кошки стырили мясную нарезку. Пушистые засранцы, не. Ну, блин, котикам не запретишь. Ты еще скажи, что не любишь гавайскую пиццу. Забаньте, пожалуйста, Зорчика. Зорчика забаньте. Анна Мика, забань его, нафиг. Все, бань, никаких Новых годов. У нас Новый год прошел, поэтому всех в бан. У меня чат залагал что-то. Я не знаю. Еще раз с новым 2025 годом. Система оповещения. Здравствуй еще раз спасибо и тебя с Новым годом. Твой голос рай для моих ушей, Тенра. Я рад. За что? За пиццу с ананасами. Так что не волнуйся, Нанака. С учителем все будет хорошо. Обряд будет проводиться вечером. Если хотите, то можете прийти посмотреть. То есть потеря глаза Бога может привести к одержимости? Думаю, нам стоит прийти убедиться самим. Как дела, чат? Все нормально. Гавайская птица. Вкусная. Ли, можно еще Ли тоже забанить тогда? Она там уже напилась, глупости говорит. Я могу... Да не надо. Что? Правило, да, 2025 не упоминать ананасы. Да, это антиананасный... Не антиананасный, а антиананасный год в еде. Не добавляйте в еду фрукты. Блин, чат, какого фига? Я вернулась с развращением тебя. У меня котов нету. Некоторых. Что? Комов некоторых. Это потому что это с других платформ. Тут же YouTube, Twitch, TikTok, Trovo. То, что красное, это с YouTube. То, что фиолетовое, это с Твича. И то, что бирюзовое, это, голубое, это с ТикТока. Тендер, передай привет из будущего. Привет из будущего. У-у-у. Что, как вам там в прошлом? Пицца с ананасом not approved. Not approved, да. Not approved, чат. Мне саму себя забанить, пожалуйста. Приветики, Тенре, приветики. Теперь и стрим или как оно... я перезайду. Давай. Мы гурманы. Это не гурманы, это извращенство. Приедь в Италию, там тебе шапалах за это дадут. Not approved. Уважаем только мясо. Поддерживаю. Так, мы должны сюда вечером прийти. 18:24, погнали. Мотаем. 18:24, погнали. Я еще в 2024, а ты уже в 25-м. Что будет в 25-м? Будет как минимум 25-й год. Обещаю, так и случится. Не, вы еще... Пьяный бред. Алло. Без вашего стрима у меня не было новогоднего настроения. Я рад, что его поднял. С Новым годом вас всех, с новым счастьем, как говорится. Погнали. Вы пришли? Хорошо, что вы не пришли раньше. У учителя опять случился припадок. Только что Нанака его поддерживала и услышала, что учитель бормочет какие-то имена. Она спросила, что это, кто это, и он вдруг впал в ужас и оттолкнул ее. Ему как будто стало плохо. Он закрыл уши и стал озираться налитыми кровью глазами. Он все выкрикивал имена, некоторые из них нам знакомы, некоторые нет. Похоже, это все имена мастеров, которых он раньше одолел. Среди них был Анзай. Они раньше вместе с учителем вместе учились, и Анзай был старшим, но много лет назад учитель одолел его, и Анзай с тех пор странствует по миру. Учитель много раз говорил его имя, прокричал «Эх!». К счастью, жрицы смогли оглушить его, и теперь можно продолжить экзорцизм. Ритуал уже начался, нам остается только терпеливо ждать. Надеюсь, что учитель скоро поправится. Постойте тут пока, я пойду схожу за водой. Он, когда проснется, наверняка захочет попить.
Ты чё? Ты кто? Ты куда? Ты Анзай? Ты пес? Ты наложил проклятие? А? Кто это там крадется? Неужели они хотят помешать обряду экзорцизма? Мы не можем этого допустить. Скорее в погоню! Так, почему не в Италии? Ананасик. Дойдем до Атлана. Может быть. Ой, у меня там за окном салюты взрывают, так что извините. Так, создаем ананасовый. Так, я так понял, мы его забаним, реально. Похоже, их тут нет. Пойдем наверху посмотрим. Пойдем. Ты не забанишь, если у меня в нике телеграме ананас? Нет, не забаним. Пока ты не ананасовая в салате, мы точно туда пришли? Давай еще поднимемся. Пока ты не в салате, все нормально. Так, секунду. Бомбим банановой артиллерии. Не, бананы одобряю. Тихо. Ага, впереди кто-то подозрительный. Должно быть, это он. О, вот он пес. Здрасте. Ты кто? Меня гонит со стола. Почему? Как? Как вы меня догнали так быстро? Вы точно ученики Домана. Бегаете даже быстрее него. Хотя мы не виделись столько лет. Может быть, он стал еще сильнее? Ха? Это мы тут задаем вопросы. Ты кто такой? Ти, спасибо за подарочек. У меня на бананы аллергия небольшая. Ли, блин, у тебя столько аллергии, это такая беда. Так, что это ты тут крадешься, а? Сразу видно, что ничего хорошего от тебя не жди. Ничего хорошего? Мы вообще-то с Доманом тренировались вместе еще в те времена, когда вас в помине не было. Я не люблю говорить о тех временах, но если вам надо знать, то я еще и постарше Домана. Так, Лонис, обнова еще не вышла, нет. Старший соученик? Неужели ты? Анзай, да, это я. Почему ты убегал? Потому что я не хочу видеть Домана или кого бы то ни было, связанного с ним. А зачем пришел? Когда-то мы вместе изучали Мэйка Шисуй у одного мастера. Я начал тренироваться за 5 лет до него, и я для всех был рассудительным старшим сотоварищем, на которого можно было положиться. Представители школы Мэйки... Спасибо за подарочек. Мэйкио Шисуи стремились очистить разум от волнений, поэтому большинство учеников безразличны к славе и богатству. Я был таким же. Но Доман был не таким. Когда он стал учеником, первым же делом подошел к учителю и спросил с улыбкой до ушей, как стать лучшим мастером в мире. Учитель тогда ругал его и говорил, что нельзя использовать меч для погони за славой. Он сказал, что Доман тренируется всего пару дней, а уже мечтает о звании лучшего мечника, и такая импульсивность никогда не позволит ему стать мастером. Я тогда тоже так думал, но навыки Домана стремительно улучшались, и он даже стал меня догонять. Всем привет, всем здрасте, на Европе играю. Причина бана ананасы в пицце. Вот это отличная причина. Только тогда я понял, что Доман уже давно очистил разум от волнений. В его разуме была только одна мысль — стать лучшим в мире. Он стремился только к совершенству техники меча, и ничего не могло его поколебать на этом пути. Да уж, похоже, он крут, но почему ты не хочешь его больше видеть? Потому что... до его прихода я был уверен, что стану следующим мастером школы Мэй Шисуй. Из всех учеников я был самым одаренным и тренировался дольше всех. Все возлагали на меня большие надежды. Но появился Доман, и все изменилось. Тогда я проиграл не только бой, я проиграл свою честь и свое положение. Я навсегда сбежал из школы.
Откуда у тебя обнова? Какая обнова? О чем ты говоришь? Я не понимаю, куда смотреть? Куда смотреть, чтобы понять, что у меня обнова? У меня вроде ничего нет. Эва, привет. Блин, я, короче, пошла друзей поздравлять, потом, может, зайду. Давай, Нори. Я завтра пойду пересматривать «Бриллиантовую руку» и «Приключения Шурика». Кто со мной? Али, какая ты старая. Где-то сидит ананас и плачет. Да за что? Мы переключаемся на спамеров, на любителей ананасов в пицце. Спасибо, Сеночка. Так. Зорик мне самой себя забанить придется. Придется. Привет в Новом году. Привет в Новом году. Здравствуй. У тебя еще вроде Нового года нет. Тебя с наступающим. А у нас уже Новый год. Сколько будет стрим идти? Стрим будет идти еще час 15 минут. Ананасы в пицце норма, когда это фруктовый салат. Что? Потом я слышал, что он вызвал на дуэль учителя, и тот уже был в преклонном возрасте, и бой забрал у него последние силы. После этого я не хотел иметь с ним ничего общего, но в глубине сердца я все равно уважал его мастерство и преданность искусству меча. Когда я услышал, что он сошел с ума, я сначала не поверил. Он сошел с ума. Его разум был острее меча. Он довел искусство Мэйш Шисуй до совершенства. Поэтому я пришел незаметно посмотреть. И к своему изумлению услышал, как он выкрикивает мое имя. Я думал, что он давно про меня забыл. Но что я вовсе не хотел... Так что я вовсе не хотел ему навредить. Я просто хотел убедиться. Я все вам рассказал. Идите обратно. Экзорцизм уже, наверное, завершился. Похоже, и в этот раз мы ошиблись. Он вовсе не собирался мешать экзорцизму, но Пайман даже не знает, стоит ли его взять с собой. Пойдем сначала посмотрим, как проходит экзорцизм. Здрасте, Тенра, здрасте. Я в Астане, так что уже в новом. Так ты это... Я просто думал, что ты не из Казахстана. Тогда с Новым годом тебя. Какие ананасики? Сейчас будут бананасики. Всем бан. Что? Так, то есть, как это неодержим? Неужели он просто сошел с ума? Но как такое может быть? Я не верю. Здесь что-то не так. Нанака, пожалуйста, успокойся. Прошу прощения. Со своими способностями я не увидела никаких признаков того, что дома одержим. Но в этом мире духи могут принимать бесчисленные формы, и даже я не видела их все. Поэтому нельзя с полной уверенностью исключать такую возможность. Но еще не все потеряно. Я только... Мона, спасибо за подарочек. Я только что получил сообщение о том, что случаем с вашим учителем заинтересовалась госпожа Яэ. Госпожа Яэ? Та самая госпожа Яэ, о которой я думаю? Верховная жрица Великого Храма Наруками. Госпожа Яэ, это замечательные новости. Теперь учитель точно выздоровеет? Верно. Госпожа Яэ обладает огромными знаниями и опытом в деле изгнания духов и предотвращения бедствий. Я не могу с уверенностью сказать, вселился ли вашего учителя дух, но госпожа Яэ даст окончательный ответ. Так, с Новым годом, с Новым годом. Привет с Новым годом, привет с Новым годом. С Новым годом, братья. Здравствуйте всем с Новым годом. Всех с Новым годом, всех с наступающим Новым годом. Зорчик звучит как проклятие. Так, надо Зорчика реально забанить. Простите, госпожа Инаги, но я должен спросить, нужно ли приготовить для госпожи Яй какой-нибудь дар? Не нужно. От вас требуется вовремя прибыть в Великий Храм Наруками. Госпожа Яй не любит ждать. Спасибо, Сеночка. Вера, с наступающим Новым годом. Мне пора. До встречи в святилище. Желаю господину Нодоману скорейшего выздоровления. Кто бы мог подумать, госпожа Яй заинтересовалась случаем нашего учителя.
Уж не хочешь ли ты сказать, что учитель недостаточно знаменит, чтобы привлечь госпожу Яи? Нет, нет, я совсем не это имел в виду. Ты не так поняла. Но ведь это госпожа Яи, верховная жрица храма. Говорят, у нее близкие отношения с самим всемогущим Сёгуном. Ладно, ты тоже присоединяйся к нам завтра. Раз уж проделала такой долгий путь, чтобы встретиться с учителем, мы ученики Мэйки Шисуи, постараемся тебе помочь. Ой, что я нажал? Блин. Конечно, нам тоже очень интересно, что за человек эта госпожа Яй. Кто знает, может быть, мы сможем узнать у нее что-нибудь про Сёгуна Райден. Тенра, ты стримить в прошлое и будущее. Да, я стримлю в прошлое и в настоящее. Да и в будущее тоже. Тенра, как мама дяди Федора из Простоквашино, его там в будущем, вас и тут, и там показывают, да. С Новым годом, с Новым годом. Ну что, чатик? Вот вы сидите в 2004... Сидите в 2004. В 2024, а я сижу в 2025. Представляете? Это ж беда. Зато красиво. Так. Тенра, ты же в курсе, что через час сервера закроют? Ну, мне как раз остался час, и стримчик закончится, поэтому все нормально. Ну что, готовы увидеть госпожу? Меня? Я госпожа? Я не в том наряде, мне надо переодеться, чтобы быть госпожой. 2004 верните мою молодость. Да. Будущее у тебя, конечно, да. Ого, пойду ежедневные задания. Да, имейте в виду. Скоро сервера закроются на обновление. О да, момент настал, девочка моя. Уфня. Это и есть госпожа Яй. Как и говорил Дюнья, такая сильная аура. Кстати, Пайман, показалось ли она на нас посмотрела? Наверное, показалось. Она все равно нас первый раз видит. Не приближайся ко мне. Я уже не занимаюсь фехтованием. Пожалуйста, отпусти меня, прошу. Как видите, госпожа Яй, Домон уже довольно давно в таком состоянии. Похоже, ему кажется, что те, кто проиграл ему в дуэли, окружили его и бронят. Госпожа Яй, это ведь одержимость, да? Он раньше был совсем другим. Что бы ни случилось, он все равно все встречал с уверенной улыбкой. Очень сожалею. Ваш учитель не одержим никаким духом. Но тогда получается... Да, это изменение его личности. Не выдержав огромного напряжения, душа его ослабла, психика пошатнулась, и он впал в безумие. Словно тонущий в море, он борется изо всех сил, но все равно погружается в пучину. А насчет того, что стало причиной, я считаю, это утеря глаза Бога. Ведь лишиться глаза Бога значит лишиться своих желаний. Лишиться желаний? Но, госпожа Яй, почему, лишившись желаний, учитель не стал просто обычным человеком? Почему он сошел с ума? Ты ведь из школы Мэйка Шисуи, верно? Очистить разум от волнений. Какая прекрасная идея. Но кто в этом мире может достичь этого? Человек, безразличный к славе и богатству, избегает в гневе, когда его одолел младший сотоварищ, а престарелый мастер от расстройства решает скрестить мечи со своим же учеником. А что же тот, кто поверг своего учителя? Кто поверг любимого товарища? Чист ли его разум? Не гложет ли его волнение? Госпожа Яй, я не совсем понимаю. Пусть мастера меча... Путь мастера меча извилист, и стать величайшим в мире — трудная задача. Для этого нужно крепко держать свой меч и непрерывно рубить мечты других людей, даже своих близких товарищей, ближайших.
Только благодаря полной преданности своему желанию стать лучшим, он подавил боль этих событий и продолжал движение вперед. Когда же его желание пропало, он начал сомневаться и в борьбе со своими страхами постепенно впал в такое состояние. Как один мой никчемный друг. Бедный учитель, как же он страдал. Простите. Это все я виноват. Отец, учитель, Анзай. Хватит! А? Это же Анзай, откуда он взялся? Он все это время за нами шел? Анзай, почему вас двое? Это ты или призрак? Ты пришел отомстить. Я знал, что так будет. Я не должен был. Ты прав. Я не питаю к тебе добрых чувств, но и твои извинения я слушать не желаю. Сколько лет прошло? Я давно уже все понял. Ты ничего плохого тогда не сделал. Я сам не смог выдержать учение, и поэтому сбежал. Я уверен, что большинство людей, которых ты одолел, вовсе не винят тебя. Напротив, когда ты разрубил наши мечты, мы доверили их тебе. Мы надеялись, что ты понесешь их дальше. Я знаю, твоей мечты больше нет, и теперь ты не оправдаешь наших надежд. Но у них-то мечту не отбирай. Оттачивай свои навыки на пути к вершине. Ты ведь научил их этому. Но и что, если однажды с ними случится то же самое? Я отдал все, чтобы стать лучшим. Но что, если это было ошибкой? С самого начала. Если однажды они закончат, как я, лучше им остаться на месте, чем идти по этому пути. А ты у них спросил? Учитель, когда вы спасли меня от пиратов, я решила следовать по вашим следам до конца своих дней. Ждут ли меня странствия в будущем? Я не знаю, но я знаю, что если сегодня, я хочу продолжать. Я хочу продолжать, пока однажды не заставлю, пока не заявлю перед всеми с гордо поднятой головой, что я, как мой учитель Доман, до меня, преемница школы Мэй Шисуй. Не только Нанака. Мы все так думаем. Вы, ребята, видишь, ты можешь доверить свои желания им. У меня никто не отнимал мое желание, поэтому я не могу сказать, что понимаю тебя. Но я знаю, что значит, когда желание разбивает. В тот день, когда ты меня так легко победил, именно это произошло. Но также, как я доверил свое желание тебе, настал черед тебе доверить им свое желание. У тебя все по-другому. Когда я ушел, у меня не было ничего, а у тебя так много достойных учеников. Я понял. Простите, что заставил вас волноваться о себе и о судьбе школы Мэйкё Шисуи. Теперь я уже не стану лучшим в мире. Боль и пустота в моем сердце уже не развеются, и разом никогда не освободится от волнений. Как ваш учитель, я должен научить вас всему, что узнал за свою жизнь. Это мое обещание, и я прошу Анзая, моего старшего товарища, быть свидетелем. Да, конечно, я буду тебя иногда навещать, а то опять с ума еще сойдешь. Но я уже привык к бродячей жизни, и в школе мне не место, так что я просто буду иногда заходить и проверять, не отлыниваешь ли ты. Хватит стоять и пялиться на меня. Поблагодари госпожу Яй и иди домой. Ученики школы Мэй Шисуй благодарят Верховного и уходят. То есть, хотя у него и отобрали его желание, но он может передать его своим ученикам. Ну, можно считать, эта проблема решена. Да, похоже, что лучшего исхода тут бы и не вышло. Путешественница, останься. Госпожа Яй желает тебе что-то сказать. Так, что происходило в чате? Ну да, пальчики быстрее. Так, останется между нами. Что произошло? Привет. Чё, привет. Даже не думал, алло, я не по детишкам, Куся. Ну, по быстрым пальчикам.
Так, я-то умею писать. Что за дурачок? Что за дурачок? Где он? Где он? Он уже ушел, походу. Так, на ютубе происходит. На ютубе шалят, ли тихо, ли все под контролем. Угу. Как думаешь, какой-нибудь... что прилетит на нашей планете? Ну, такое же постоянно происходит. Ох, что происходит в чате, остается в чате. То, что происходит в чате, остается в чате. Да, понял. Всем пламенный привет. Привет. Так. Значит, интуиция меня не подвела. Ветер, дует, что издалека, вдохнул новую жизнь в наши берега. Наша встреча преждевременна, но ты впустила на эти острова в самый подходящий... Что? Но ты вступил на эти острова в самый подходящий момент. Пусти меня. Дорогие путешественники, через 1 час 0 минут начнутся технические работы. Пожалуйста, выбирайте время для игры соответствующим образом. Подробности доступны в игровом объявлении. Вышло объявление о перезагрузке сервера через час. Я возлагаю большие надежды на тебя, дитя. Не разочаруй меня. Похоже, госпожа Яй тобой заинтересовалась. Она такая загадочная. Паймон очень интересно, что же она такое подразумевала. Мы можем потом еще зайти. Сейчас нам надо доложить госпоже Камисата. Так, Редгор начинает сгореть. Что? Куда? Сюда. Сюжетку Надзумы и просто строго по сюжету. И да, я иду строго по сюжету. Nice Life, вы похожи на робота. Так. Вот здесь, кстати, я так и не нашел электрокол. Я так понимаю, он снизу, да? Тут нет низа? Не понял. Пути, слезь. Слезь. Да, мне говорили, что он снизу. Я пока туда не пойду. С Новым годом! Ой, простите, уже зеваю. С Новым годом! Всех с Новым годом, у кого наступил Новый год. Через час будут технические работы. Да, все верно. Я пироархонов выбирать не буду. У меня Арлекина C1 с R3 Коршуном, а вот Сетлали Краш. Бабулька будет моя. Да, Сетлалей буду тоже выбивать. Сначала ее, потом все остальное. С Новым годом, если вы по МСК. Нет, у меня уже Новый год был 2 часа назад, поэтому я в будущем. Можно я попью? Аяка, мы выполнили твое последнее поручение. Аяка? Сенечка, спасибо. А ты тоже с Казахстана, что ли? Да. С Алматы. Здрасте. С Новым годом, дедушка! Здравствуйте. Путешественница Паймон. Рада наконец-то встретить вас лицом к лицу. Я уже все слышала о том, как вы помогли нашим друзьям. Большое вам спасибо. На самом деле, мы не очень-то и помогли. Да, похоже, что им никак не помочь, только если вернуть глаза Бога. Аяка, почему в этот раз тебе можно самой выйти и с нами встретиться? Потому что теперь вы выполнили 3 мои просьбы. Я считаю вас друзьями. Я не закрываю ширмой от друзей, так же, как и от Томы. Ага.
Подожди, но разве Тома не твой слуга? Пайман рада помочь и все такое, но уж точно не собирается становиться слугой. Пайман, ты такая забавная. Тома в первую очередь мой друг. И был им до того, как стать моим слугой. А, ладно. Аяка, ты как будто совсем не такая, какой была за ширмой. Ну тогда будем друзьями. Мы обязательно станем друзьями. Спасибо вам. Вернемся к делу. Теперь вы видите боль тех, у кого отобрали глаза Бога. Что вы по этому поводу думаете? Надеюсь, что когда-нибудь им станет лучше. Кажется, эта судьба хуже смерти. Возможно, в глазах такого божества, как всемогущий Сёгун, жизни обитателей этого мира незначительны. Раскат грома, вспышки молнии, порыв ветра, шквал дождя. Они считаются с чувствами простых смертных. Но ведь ты понимаешь, через что они проходят. Похоже, что теперь ты понимаешь мои чувства. И, может быть, теперь ты передумаешь. Я помогу тебе бороться против охоты на глаза Бога. Правда? Но ты должна сдержать свое обещание. Ну, конечно. Ладно, браво, госпожа. Ты была права. Видишь, я говорила, что она не оставит их. Я все-таки не ошиблась, доверившись ей. А теперь, поскольку содержание нашего дальнейшего разговора касается вещей несколько конфиденциальных, не лучше ли нам переместиться в чайный дом Каморы? Нам не стоит втягивать других членов комиссии ящеров. Так, у меня комиссар Аяка снова отправляется в чайный дом. Окей. Вот мы снова здесь. У меня еще время поиграть, буду делать дальше. Так, бабушка Сетлали лучше встретила, чем переархонт региона Штулон. Слишком замок спорный. Тоже мне Мауика вообще не понравилась. Она прикольная, но мне не нравится больше ее боевка, потому что вот эта вот вся механика на мотоцикле вообще как-то выбивается. Не знаю, неприятно. А тут Сетлали, она такая милая, еще и подушкой дерется, классно. Все-таки спрошу тяжелый вопрос, но ты должен ответить. Пицца гавайская или с грушей? Забаньте его, пожалуйста. Всех с Новым годом, с Новым годом. Это я, Владимир Дыченко. Здравствуй. С Новым годом. Острых ощущений и банов в интересных местах. Бананов, да. Анна Мика, пожалуйста, обеспечивай бананом в интересном месте. Вывел мне билет C1 с 30-й крутки. Поздравляю, круто. Анна Мика, ложь. Все правда. The best music for meditation. Поздравляю с Дедом и Новым годом. Не. Да, это новогодний подарочек был, получается. Поздравляю не от всего сердца. За что? У нас 25-й. Поздравляю всех. Да, у вас уже 7 минут, как Новый год. Всех с Новым годом. Баннеры вышли новые? Нет, выйдут в 8 часов. Ну, по моему времени. Сейчас 2 часа. Новые баннеры будут через 6 часов. Так, Зорчик развигает булки, банан заряжен. Как дела, Тенрик? Все нормально, Кьюкамбер. Как твои дела? С Новым годом тебя. Нет, я улетаю, так у меня уже 2 часа. Да, у меня тоже 2 часа 07. Вот. Вы разговариваете? Я пойду, что покараулю. Так что это за место? Почему всегда здесь собираемся? Эту землю комиссия ящера получила от Сёгуната. Только клан Камисата имеет право здесь что-либо проектировать, строить, ремонтировать и даже может разрешать или запрещать доступ. Это все из-за роли комиссии ящера в церемониальных делах. Часто такие дела невозможно обсуждать при посторонних. Пайман поняла. Надо напустить загадочности, да?
Когда в городе стало проходить меньше церемоний, наши предки построили здесь чайный дом. Только члены комиссии ящера могут свободно его посещать. Понятно. Идеальное место для секретного штаба. Раз уж здесь можно свободно разговаривать, наверное, у тебя есть ко мне вопросы, Тенра? Сёгун Райден, что она за божество? Больше никто не противостоит охоте на глаза бога. Ты пробовала выразить официальный протест против охоты? Давайте с самого верха. Комиссия ящеров против комиссии Тенры. Ну... С Новым годом! С Новым годом! Всемогущий Сёгун. Я видел ее лишь несколько раз, обычно во время каких-нибудь церемоний. Она внушает страх, вызывает уважение и ощущение абсолютной власти. Но я помню, что что больше всего меня поразило нечто другое. Это почти полное отсутствие эмоций. Она как будто бы больше похожа на правителя, а не исполнителя, который любыми способами стремится к единственной цели вечности. Опять предупреждение, то, что через 50 минут сервера закроются. Так, больше никто не противостоит охоте на глаза бога. А вопрос в следующем. Для подавляющего большинства людей указ об охоте на глаз бога – это то, что не имеет никаких последствий. Ведь очень немногие получают глаза бога, и из-за этого им часто завидуют. Поэтому большинство к этому просто безразличны. Как же так? Пайман в ярости! Но все же, кроме нас, есть еще сопротивление на острове Ватацуми. Сопротивление? Типа армия, которая борется с охотой? Да. Многие из тех, кто потеряли или боится потерять глаз бога, создали на острове Ватацуми группу сопротивления при Сангономии. На самом деле, она так описывает, как будто очень много людей с глазом бога. Я-2, с Новым годом! С Новым годом. Вот. Это очень странно, потому что я думал, что это какая-то супер-супер редкость, а тут она так перечисляет, как будто там прям пачки. Что касается Сангономии, между нами и Сёгуном острова Наруками всегда была вражда на почве веры. Но мне интересно, не стоит ли за их сопротивлением какая-то еще цель, помимо борьбы с охотой на глаз бога? Ты пробовала выразить официальный протест против охоты на глаз бога? Конечно, мы пробовали несколько раз, но так как наше предложение поступает в Тенсюкаку, комиссии Тенрё и Кандзё, налагают вето и тут же аннулируют его. Они всегда безоговорочно поддерживают решение Сёгуна и не желают ничего обсуждать. И, кстати, очень интересно, нет ли какой-то причины такому внезапному решению Сёгуна начать охоту? У меня больше нет вопросов. У Пайман есть вопросик! Что ты хочешь спросить, Пайман? У вас есть... у вас план есть, как бороться с охотой на глаза бога? Честно говоря, нет. Как? Не забывай, пожалуйста, что бороться с охотой на глаз бога значит бороться с божеством. Даже просто осознавать это уже нелегко. Так что же делать? Ну, пока мы можем только пытаться снизить ущерб от охоты. Например, укрывая обладателей глаза бога или производя подделки для экстренных случаев. То есть кто-то может подделать глаз бога? Не стоит недооценивать талант ремесленников Ханамидзаки. Невооруженным взглядом их подделки не отличить от настоящего глаза бога. Так, я так понимаю, ютубчик отвалился? Почему? Ну-ка, напишите что-нибудь в ютуб. Алло. Почему у меня ютубчик желтым горит? Что происходит?
Complete because you have your quota. Да, квота закончилась. Стоп, вы снова живы? Как так? Ютубчик. Ютубчик, если вы живы, дайте знак. Нет, вы не живы. Секундочку, сейчас я тогда кое-что сделаю. Секундочку, вот так. Так, давайте я пока вас включу, чтобы TikTok озвучивало. В же баннере... Нет, еще баннера нету. Еплай, говорит Алла. Баннер будет Зорик говорит, мы живы. Через 6 часов. Аня Нет. Мика говорит тест. Не, сейчас это... Аня Мика говорит, а кто сказал, что я его кидала фейс? Аня Так. Мика говорит, у меня есть напарник, так что не шали, ня. Эндрюс говорит так, кто на меня бревна катит. Какие бревна? Никто Зорик тебе не говорит, написал. так нечестно. Ты и Тенра против меня, 2 на 1. Аня Мика говорит, Эндрюс, никто не катит, просто жду поддержку и помощь от собрата Мадераня. Я сейчас всех забаню, кто катит на Анну. Зорчик, ты первый в бану летаешь, потому что ты засранец с вот этими своими ананасами в пицце. Тебе никакого прощения, никакой пощады. Так, сейчас я ютубчик починю. Сейчас все будет. Так. Вот так. Вот так. Вот так. Континуе. Все хорошо. Ой, зря я это сделал. Ладно, сейчас. Ай-яй-яй, зря. Уточка говорила зря. Вот, все. Я все починил. Я молодец. С Новым годом, с Новым годом. Так. Аня Мика говорит зря и кря. Все, вы здесь. Теперь вы живы. Так, я вас включаю обратно. Давайте дочитаем. Неужели Венти? Но сейчас проблема в том, что недавно комиссия Тенрё арестовала мастера Масакацу, который поставлял нам подобные глаза Бога. Нет, они все-таки узнали об этом. Да, мы знали, что это лишь временное решение, и рано или поздно нас разоблачат. Но мы не можем просто бросить мастера Масакацу. Он спас много людей. Надо обязательно спасти его самого. Именно. Я тоже так думаю. Но учитывая, что Тома связаны с комиссией Яшера, если мы попытаемся вызволить Масакацу, то в случае провала поставим под удар весь клан Камисата. Это создаст большие трудности для будущих операций. То есть ты хочешь свалить это дело на меня? Мы ни в коем случае не станем сваливать это дело на тебя одну. Когда будешь готова, иди в Ханамидзаку и найди магазин фейерверков, принадлежащий семье Наганохара. Там ты найдешь себе помощника. Ладно. Пойдем. Вот уйду, будете еще скучать. Куда ты уйдешь, мы тебя забаним. Мы тебя забаним так, чтобы ты мог смотреть, но не мог писать. И все, будешь сидеть унылый, но будешь с нами. Никуда не денешься. Так, поддельные глаза Бога было написано. А я как прочитал? Я ж так прочитал. С Новым годом. Всех с Новым годом. Кто-то был очень голодный. Я что, неправильно прочитал? Я правильно же прочитал? Так, куда мы идем? Угу. Мы идем вон туда. Красиво. Так. Ты прочитал подобные. Подобные. Поддельные. Прости, пожалуйста. Спасибо, что поправил меня. Или поправила. Это очень важно. Поддельные глаза Бога. Спасибо большое. Ты начать с Новым годом. С Новым годом.
Давай, а то у тебя будут проблемы со мной. Если тебе кажется, что от твоих элементальных сил хватит, чтобы противостоять охоте на глаза Бога, то подумай еще раз. Поверь, мы с такими, как ты, уже встречались, и каждый раз заканчивается это плохо. Так что не делай себе же хуже. Может сделать исключение. Я глаза Бога только получил. Я никогда не буду им пользоваться, честное слово. Так, не понял. Анна Мика? Или кто-нибудь, кто еще шарит? Объясните мне, пожалуйста, они же их не рандомно получают. Их выдают сами архонты. Чувак находится в Инадзуме. Кроме как Райден, ему никто не мог выдать этот глаз. Какого фига он его только получил? Что происходит? Чат, объяснить. Объяснись, чат. Слопал еще один любитель ананасов пиццы. Девушка, если что, все. Котофея. Фейка. Котофейка. Девушка, не. Напиши не, и у тебя будут ушки в чатике. Привет с Новым годом вас. Привет с Новым годом. По факту глаза Бога появляются рандомно. В смысле? Не Архонты, а Селестия. Блин, я про Селестию еще ничего же не знаю, да? Я слышал, но я что-то не помню, что это именно. Богиня вот эта? Не от Архонтов, не. Есть много способов... Нет, стоп, как это не от Архонтов, когда мы проходили квесты, когда в Лиуэ, и нам говорили, что глаза Бога выдают Архонты. Какого фига? Та-та-та-дам! Здрасте. Не. Монушки. Так, с наступившим. Да, с наступившим Новым годом. Я всегда задалась вопросом, почему наши ГГ не дают глаз. Мы до сих пор не знаем, для чего Селестии люди с глазами Бога. И что такое на самом деле глаза Бога. Есть только теории. Кстати, даже что дают... Как это? Ладно. Все, меня забулили за любовь к определенной идее, я ухожу. Нет, сиди, страдай. Так вот что происходит. Так вот как происходит охота на глаза Бога. Неужели мы просто будем сидеть, сложа руки? Вперед. Эй, постой! А? Нас там кто-то зовет. Так, нет, они в рандомный момент пристают перед людьми. Архонты их не раздают дня. Мы когда об этом узнаем подробнее, только в теории. Понял. Но я почему-то был уверен, что их как будто бы выдают. Подойдите сюда! Ой, какая прикольная. Кто это такая? Что такое? Не видишь, мы хотели помочь. Просто сидите тихо и смотрите. Эй, это неправильно. Нельзя сидеть и просто смотреть на чужую беду. Потому что у тебя нет глаза Бога. Погоди, у тебя есть глаз Бога? Если ты не замолчишь, то у меня его скоро тоже не будет. Ладно. Вот, забирай. Разумное решение. Ладно, пошли. Икузо. Что же нам делать? Он отдал свой глаз Бога. Неужели он не знает, что с ним теперь будет? Это все ты виновата. Это ты не дала нам вмешаться. Уф, Юймина, спасибо большое. Если бы ты не дала мне поделку, то у меня бы точно его отобрали. Не за что. А ты сыграла очень убедительно. Так глаз Бога был поддельный. Так вот оно что. Пайман собиралась обрушить свой гнев на Юймию. Извини. Ничего страшного. Я увидела по вашей реакции, что мы с вами заодно. Вы просто об этом не знали, понимаете? Ах да, позвольте представиться, я Юймия. Юймия, что знакомая? Текущий директор магазина фейерверки Нахары. Ничего особенного, но на жизнь хватает.
Приятно познакомиться. В Ханамизаки не найдется человека, который не знает Юмию. Она королева праздника лета. Без нее и ее фейерверков лето на руками было бы совсем не таким. Ого, вот так рекомендация. Пайман обожает фейерверки. Приятно познакомиться. Перестань, Ханширо. Ты меня засмущал. И благодарить надо не меня, а мастера Масакацу. Это он мне фальшивые глаза Бога дал. Только благодаря ему я и свой глаз Бога сберегла. Он даже... На самом деле они ходят постоянно на виду у них. Даже не представляю, как бы я занимался своим делом без него. Да, мастер Масакацу добрый человек. Жалко, что добрые люди редко получают благодарность. Так, глаза это же вроде они сил дают. Да, они сил дают. Типа без них? Да, все правильно. Вопрос, как они появляются. Нет, они так, боги Селестии, скорее всего, выдают их, они архонты, понял. Их выдают Селестия, архонты тут не... спасибо большое, Санечка. Пончик, спасибо. Вот он, Теннер, донать нельзя, шалить нельзя, сиди, страдай. Нормально, одобряю. У меня есть 63 монеты, я тебя забаню сейчас опять. Ну, здрасте. Так, из-за электроархонта они прячут глаза Бога. Нет, почему прячут они, я знаю. Мы же это по сюжетке сейчас узнали. Вот. Инна, привет, с Новым годом тебе, спасибо за подарочек. Мастер Масакацу! А? Вы его тоже знаете? Госпожа Комиссата упоминала о нем. Да ладно, значит, у Шарасаги Химегими есть план, замечательно. Я и сама думала о том, как его спасти. Но если бы я сама туда вломилась, то доставила бы госпоже Комиссата проблем. Так что, можно я лучше к вам присоединюсь? Конечно, добро пожаловать! Аяка сказала нам попросить о помощи в магазине фейерверков. Это она тебя имела в виду? Похоже, что я еще чем-то пригожусь. Ну, кроме как прятать людей с глазами Бога в своем магазине. Мастер Масакацу держит в полицейском участке. Я уже провела разведку и нашла, как туда пробраться. Ого, вот так надежный источник. Похоже, не зря мы тебя приняли в свою команду. Неплохо, да? Давайте отправляться. Как все будут готовы, не волнуйтесь, мастер Масутаку. Мы уже скоро. Пора его спасать. Такие все на позитиве. Так. О том, как глаза Бога появляются, узнаешь Сумиру. Понял, спасибо. Уже через 5 часов обновления. Да. Привет, с Новым годом. Что ты тут делаешь? Стримлю Геншин. А как же уютный вечер с близкими? Я приболел. Ко мне должны были приехать родители. У нас должен был быть семейный вечер, но я немного приболел, поэтому не стали рисковать. Мы онлайн встретились. Ой, мне салюты взрывают. Пообщались и все. А глаза Бога выдаются определенные стихии, вроде бы, например, Крио выдается, если потерял близкого человека, или на Крио... Ой, так, я не буду читать, это какие-то спойлеры. А вот еще одна взрывоопасная Так, тоже читать не буду. Не волнуйся, было написано. Тут я уже упустил контекст, прости. У меня чуть-чуть дислексия, поэтому я извиняюсь. Мне приходится очень сильно сосредотачиваться, чтобы видеть текст таким, какой он есть, но это не всегда получается. Так, куда мы идем? Не понял. Понял. Ну, пойдемте пешком тогда. Можно я попью? Это не спойлеры, а теории не. Ну так, теории же на чем-то основываются. Там же по-любому должен быть подтекст, который, я не знаю. Ты что стоишь? Все-то. Конфеты Кампейта.
которые я принес в прошлый раз, закончились за одну ночь. Наверное, они очень понравились Архонту. На этот раз я оставил здесь все остальное. Я уверен, что этого будет... что ты делаешь? Я слышал, что можно загадать желание Архонту после того, как оставишь святилище подношения. Если мое подношение понравится Архонту, мое желание обязательно исполнится. Сегодня я принес сюда все свои сладости и хочу пожелать, чтобы Архонт отменил завтрашний экзамен. Зачем? Что ты предлагаешь? Чего ты хочешь? Ты собираешь забрать эти закуски? Ты собираешь, я так понимаю, собираешься забрать эти закуски? Так нельзя! Если украдешь подношения других людей, то навлечешь на себя беду. Ох, хочешь, я отдам тебе этих оникабута? Мы поймали их вместе с друзьями. Они не похожи на что-то, что я могу использовать в качестве подношения божествам. Можешь взять их, но тогда не трогай мои закуски, ладно? Ладно. Так, что у тебя там было? Что ты делаешь? Так, сэр уже 2... Я знаю. Так, я думаю, ты пойдет игры с нами в раз. Я не пойду. Так, если что, данные подарки будут отправлены исключительно для поднятия 5 уровней взаимодействия. Алло. Что за официальное прошение? Спасибо большое за подарочек, Кончик. Так, можешь добавить в друзья? Я добавляю в друзья тех, кто сидит периодически на стримах, поэтому, пожалуйста, чуть-чуть, если не будешь присутствовать, я обязательно добавлю. Список друзей просто очень быстро заполняется, поэтому я всех удалил, сейчас заново потихоньку набираю. У тебя отлично получается, всем бывает неправильно читаем, но прикольно. Спасибо большое. А как меня этот пацан запарил с ежедневками? Тимми, что ли? Блин, раз бы реально назвали этого перса мелким. Сёта. Сёта мелкий? А я на самом деле не знал, что сёта переводится как мелкий. Так, сработало? Это срабатывает примерно раз из 10. В прошлый раз я пожалел... Я пожелал невезение тому, кто надо мной издевался, а потом он провалил экзамен. Ха-ха. Что? Вы мне не верите? Почему у вас такой скептический вид? Архонт существует. Я не позволю вам сомневаться в этом, ведь желания не исполняются, если сердце не искренне. Те плохие ребята, которые смеялись надо мной, когда у меня украли закуски, не будут благословлены. Я знаю это. У их учителя никогда не будет... Что? У их учителя никогда не будет понос. Когда они берут комиксы, им всегда будет не хватать одного тома. Какой ты жестокий. Очень конкретное наказание. Это то, что их ждет за то, что они такие нехорошие. Архонт сообщит всем, что вы получите награду только за то, что будете такими же классными человеками, как Юймия. Ой, мы ее знаем, да. Юймия никогда не высмеивает меня. Она предлагает мне маленькие фейерверки. Предлагает, да, все правильно. И она хвалит меня за усердную учебу. На мой взгляд, она самый лучший человек на свете. Кроме моей семьи, конечно. Не как тот большой парень с рогами, который играл со мной в карты и выиграл все мои закуски. Ух, у меня их и было всего-то ничего. Это он про Тому. Тома пес. Все-то пострашнее Тимми будет. Да, на самом деле он очень конкретные желания мечтает. Так, с Новым годом! Всех с Новым годом! Ты что радуешься? Не хочет говорить. Но это как у нас в Фатуе есть Наташки и так далее. Не совсем понял, про что. Так, у меня в Геншине 2 аккаунта, но на первом часто играю, но сейчас я пытаюсь персов прокачать. Так, но это сложно. Да, я понимаю. Я редко играю, для меня это прям вообще боль.
Котофейка, тебе, кстати, если не хочешь, чтобы банили твои сообщения, TikTok банит их, как бы не я, и он очень ограничен в количестве, переходи на Twitch, на YouTube, на Trovo, куда тебе удобнее. Везде можешь меня найти как Тенра. Так, мы скоро уже должны будем выключаться, скоро будет перезагрузка сервера. Пути меня. Не хочет. За углом? Да. А, котик, 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 котик. Куда бежишь? Это что за кот был? Это пасхалка? Это что? Почему он пропал? Непонятно. Тайный ход. Полицейский изолятор. Это данж. Рекомендую элементы огонь и криво. Не хочу. Давайте я пойду. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Пончик. Да уж, Пайман не думал, что это место настолько мрачное. Давай сюда. Если не привлечем внимания, у нас неплохие шансы. Не хотелось бы, чтобы меня тоже сюда упекли. Надо найти мастера Масакацу и убираться отсюда. Давайте разойдемся. Мне надо подготовить для Масакацу небольшой подарочек. Скоро вернусь. Ты уверена? Ну ладно, смотри, не попадись. Ага, вы тоже. Она классная. Если вот такой персонаж есть, я бы ее хотел. Музычка такая, под файт. Мне прятаться надо? Я прячусь, пацаны. Котятка, спасибо. Не, мы не прячемся, окей. Ну все. А ты как выжил? Все, это куклу по нему не ударили. Так, разделимся. Я так сказал, разделимся. Я сказал, разденемся? Нет, я сказал, разделимся. Тенра, у меня еще не Новый год, так что завтра опять познакомимся как Новый год. Новые друзья. Серьезно? А у тебя какой часовой пояс? Она неиграбельная, вот это очень печально. Ура, Новый год, с Новым годом. Музычка такая прикольная. Какая большая дверь, похоже, нам надо собрать что-то в форме Магатамы, чтобы открыть ее. Магатамы? Засмотрелся на стрим и укололась булавка. Аккуратней. Не разойдемся? Извините, пожалуйста. Спасибо. Так, пацаны, ты босс? Ты босс. Ты классный, ты модный. Давай. Ща. Так, ты босс? Подожди, где босс? Дайте босса. Ну все, сейчас Сахароза решает все проблемы, как всегда. Бум. Идем туда. А тут секретиков нету? Можно секретики. Ой, картина классная. Ту-ту-ту-ту-ту. Она играбельная? Так, я не понял, мне кому верить? Кого банить? Кто не прав, того бан. А в Германии... Так, а какой у вас часовой пояс? А ты частицу не увидел? Какую частицу? Что? Ловушки? Все? Эта стенка какая-то странная. Может быть, тут какой-то секрет? Секрет. Пацаны, привет. Эти ребята намного сильнее.
Сильнее, чем обычно. Интересно, не связана ли их сила с теми доспехами? Что, доспехи ломать? Закрыть. А все, теперь вы слабые пацаны. Я, правда, ничего не вижу, но окей. Просто автоатаками забил. А все, пацаны, не надо было рыпаться на меня. Сундук. Окей. С Новым годом у меня 3 ночи. С Новым годом у меня 2:39. Надо успеть данж пройти, потому что сервера скоро выключат. Привет, пацаны. Чё как? Так, тут доспехов не было, что я не посмотрел. Так, где анимация, алло? Так. 5 примагемов. Копим на сет лолей. Блин, опять сообщение выходит. А туда нельзя? Там сундук по-любому. Хотели спрятать от меня, засранцы. Или нет? Блин, а я тот сундук, получается, профукал, да? Который я первым увидел. Эта форма Матагама очень похожа на углубление в той двери. Ну, пойдем. Какой двери? Какой? Куда? Окей. Так, вижу. Вот сюда. Когда закроют? Закроют через 20 минут. Где ты? Ну, какой ты шустрый. Тихо. Вкусненький есть? Нету как будто бы. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Пойдемте дальше. Так, одинокий воин. Сундучок. Зачем здесь эта выемка? Пацаны, вы что прячете от меня? Рассказывайте. Показывайте. Да, ё-моё. Куштантан, Сонечка, спасибо. Я столько сил на одного тебя потратил, ты вообще того не стоишь. Я все... нет, стоп, Чивори все разрулит. Все разрулит. У нас есть второй шанс, потому что есть Чивори. Вот он, этот сундук, я ничего не пропустил. Так. Угу. Мне к вам? Здравствуйте. А ты чё тут один? Давайте, открывайте всех. Можно всех посмотреть? Я не хочу на тебя тратить силы, отстань от меня. Уйди. Ты обделенный останешься. Куда идти? О.
Можно закрыть? Закрой дверь. Отстань от меня, чудище. Пойдем. Ты где? Ты что, обиделся? Он что, обиделся на меня? Да пойдем, пойдем. Ты что такой обидчивый? О. Смотри, я сундук нашел. Ты чё? Да ладно тебе. Ну ладно. Пацан просто очень обидчивый. Так, тут пятнашки, да, я так понимаю? Нам вот сюда. Блин, времени мало уже осталось. Надо успеть пройти. Тенра, мы гулять, давайте. Скорее, прячься, смотри. Вон, смотри. Это должно быть мастер Масакацу. Сонечка, спасибо. Вы и вправду думали обмануть нас таким дешевым трюком? Хе. Заточение — это только цветочки. Нет. А нет. Эти бугаи из комиссии Тенрё его пытают. Если мы быстро не придумаем, как его освободить, то... Йоймия, ты когда успела вернуться? Надо быть уверенными в том, что мы сможем сбежать. Так, пока мы можем только выжидать. Я не могу смотреть. Если с мастером Масакацу что-то случится, то все было напрасно. Эй вы, что это вы делаете? Госпожа. Мы преподали ему небольшой урок, только и всего. А? Это кто? Это Куджи Сара, приемная дочь клана Куджи, из комиссии Тенрё. А еще она генерал в армии Сёгуна. Что она тут делает? У меня она, кстати, есть. Сашка, привет, спасибо за подарочек. С Новым годом. Отойдите, дайте мне на него взглянуть. Спасибо. Самосуд запрещен Сёгуном. Вам это известно? Да, госпожа. Если вы не стыдились своего позорного поведения, то вам... Если вы не стыдитесь своего позорного поведения, то вам не место в комиссии Тенрё. Вам ясно? Да, госпожа! Больше не повторится! Ух, Пайман, не хотелось бы попасть ей под горячую руку. Это наш шанс. Давайте действовать, пока они отвлеклись на мастера Масакацу, простите. Йоймия, ты уверена, что это правильный момент? Кто это там? Идите, проверьте, быстро. Есть! Они идут, прячемся! Кто твоя жена? Простите, я не специально. У нас проблемы. Так, если ничего не сделаем, нас найдут. Не волнуйся. Да, я все исправлю. Время для моего подарочка. Бум. Это все. Что? Фейерверки? А? Что-то взорвалось? Похоже на фейерверк? Пошли скорей. Уф, похоже, фейерверк привлек их внимание. Даже слишком. Фейерверки не только для праздников годятся. Отлично сработано. В этот раз я была особенно довольна результатом. И решила... Бум, треск, вжих! Классно. Эй, Йоймия, это ты решила тюремное представление устроить? Это все-таки мое ребеслово. Каждый фейерверк должен быть впечатляющим. Мне кажется, что это не только для привлечения внимания. Смотрите, никого нет. Это наш шанс. Блин, время кончается, чат. Осталось 12 минут, и сервера вырубят. Вставай! Йоймия, это ты? Мастер Масакацу, прости, что так долго. Ох, эти гадские стражники.
Скорее, у нас мало времени, они в любой момент выключат сервера, мать. Вернуться. Ага, так и знал. Ты все это время за нами следила, да? Да, уходите, пока я не передумала. Он сильно ранен, ему срочно нужен врач. Но помните, как только он поправится, я заберу его обратно. Ну, будь уверена, мы сделаем все, чтобы этого не допустить. Спасибо. Уходите. Классно, молодец. Одобряю. Молодец. Потому что комиссия Тенрё. Все, ура. Испытание завершено. Так. Сейчас я быстренько гляну, что мы тут могли упустить. Вон там вижу штуку. А, это дверь. Тут ничего не... Алло, сундук, ты что, пес? Отдайся. Он от меня спрятаться хотел. Ты зачем так делаешь? А ну, отдайся. Все, на выход. На выход, на выход. Уф, есть. Сделали все по красоте. Наконец-то мы выбрались из этого жуткого места. Да. Наконец-то выбрался оттуда. Мастер Масакацу, как ты? Продержишься? Не волнуйся. Думаю, смогу добраться до врача, не померев. Спасибо вам всем. Я отведу его к врачу. Я потом вас всех угощу. О нас не думай, позаботься о мастере Масакацу. Правильно. Уф, у нас все-таки получилось его спасти. Все благодаря ей. Точно. Куджисара. Думаешь, она... Это она так извинялась за своих подчиненных? Похоже, что в комиссии Тенрё все-таки встречаются приличные люди. Ну, конечно, комиссия Тенрё. Но Паймон все равно никогда не согласится с их участием в охоте. А с Новым годом! Всех с Новым годом! Ну что ж, пойдем расскажем хорошие новости о Яке и остальным. Пойдем. Ну, я думаю, мы уже закончим. Так, что у нас в чате происходило? Всех с Новым годом, желаю счастья, здоровья и не нажраться, да, не менее. Да, это хороший совет. Так, музычка из пряточек не понимаю. Успешнее, спасибо. Сундуки отдаются Тенрё без смс-регистрации, но как иначе. Кстати, вы в курсе, что в новом обновлении вы сможете купить себе воздушные фонарики, запускать их? У меня они 4 года валяются, эксклюзивность просрана. С Новым годом, с Новым годом. Уже наступил на Новый год? Не. Новый год уже наступил, да. Но у меня уже он как 3 часа наступил. Так, давайте быстренько чекнем, что у нас там произошло. Чудеса света. Амамори, доброта, превосходство. Выполните 3 желания. Майонез. Салют за решеткой. Спасите Масакацу. Было дело. Только что. Все. 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 Что у нас по молитве? Нету. Все окей. Ну что, чат. Давайте. У нас через 8 минут дня. Ох, ничего себе, с наступающим Новым годом дня. Пойду встречать приятной игры. Давай, это уже конец, поэтому с Новым годом, с наступающим. Спасибо за стримчик, дня, хорошего отдыха и сладких снов. Всем добра и всем бобра и добра. Ушла встречать свой 2025, да. Все, всем большое спасибо за то, что лайкали, дарили подарки и подписывались. И самое главное, спасибо, что провели эту новогоднюю ночь со мной. Всем большое спасибо, всем пока. Давайте, чатик. Так, пока-пока. Заканчиваем. Ютубчик, Твич и Трова. Вам отдельное пока-пока.